Уже неудивительно увидеть на рынке китайские товары, схожие в названии с именитыми брендами. Когда-то в 90-е годы это была электроника типа Pavasonic и других брендов, спортивные костюмы Abibas, ну и прочее. Сейчас это часы Соки или Ейки, созвучно известному бренду Seiko. Также известно уподобление названия китайских товаров американскому iPhone, iPad. Ну, можно привести в пример, это светодиодные фонарики iFire. Но сегодня в распаковке участвует бинокль Nikon, название которому китайцы даже не потрудились изменить, ну, хотя его несоответствие заявленным характеристикам говорит о том, что это фейк. Итак, соседи, ваше случайное ковыряние в носу и плотские утехи за незашторенными окнами будут теперь под контролем. Бинокль заказан на AliExpress за $52.82 в магазине Optical World, где можно недорого приобрести бинокли, монокли, телескопы, дальномеры, оптические прицелы, реплики известных брендов Canon, Nikon различного назначения. Пакет прибыл в Беларусь очень шустро, за 22 дня. Указанный продавцом трек-номер отслеживался хорошо. Пакет оценен $18, вес 1,5 килограмма. И здесь указан телескоп. Доставлено службой Почты Китая. Так, приступим к распаковке. Прощупывается внутри коробка, которая обернута, наверное, пупыркой, потому что мягенькая. Ну а снаружи мусорный пакет такой. Так и есть. С характеристиками бинокля можно ознакомиться на сайте. Ссылку я размещу под видео в описании. Отмечу только заявленное 20-кратное приближение. Размер бинокля 182 на 173 мм и вес килограмм 300 грамм. Итак, упаковка выполнена из глянцевого картона. Кроме надписи «Высококачественный бинокль», «Влагозащищенный». Упаковка довольно-таки качественная. Ну, других каких-то технических надписей здесь нету. Полезной информации больше никакой, вообще никакой нет. Так, смотрим комплект поставки. Упаковка мне понравилась. Так, здесь пупырка. Так, чехол. Я вижу чехол. И инструкция. Больше ничего. Прилагаемая инструкция на 6 языках. По 3 на каждой странице. Ну, это европейские языки, русского языка здесь нет. Китайского также. Так, потом вот такой вот чехол в форме сумки. Он мягенький какой-то, ткань. Ну, понятно, что синтетика, но она какая-то мягенькая, как поролончик. Так, здесь на липучке. Сумочка для переноски бинокля выполнена полностью из синтетических материалов. Ничего натурального здесь нет. Ее размеры 200 на 190 и толщина 70 мм. Ремешок небольшой, позволяет человеку среднего роста носить где-то на уровне пояса. Также имеющаяся пряжка позволяет укоротить ремень и носить его просто в руке. Но, впрочем, пошита она достаточно аккуратно.
Так, далее бинокль упакован в целлофановый пакет. И сумка, конечно, она вся такая вот мягенькая. То есть она не прочная, не крепкая такая. Каркаса нет у нее. Кроме того, и есть в комплекте салфетка для протирания линз. Она даже не, по-моему, такое ощущение, что она пропитана каким-то раствором. Вот такая вот бархатка. И очень узенький ремешок на шею шириной буквально сантиметр. Ну, дешевенький такой. В принципе, как и сумка. Так. Вот так бинокль. В пакетике еще даже силикагель. Так, сам бинокль, конечно, выглядит действительно массивно, удобно держать в руках. Корпус его обрезинен, а линзы закрыты резиновыми заглушками. Здесь одна цельная такая, на две линзы сразу. Здесь каждая отдельно. Вот эти вот заглушки или чехлы, они силиконовые или резиновые. Чехлы на линзах сидят в принципе плотно, но при легком касании их можно потерять. Диаметр линз этих составляет 50 мм, этих 22. Здесь указаны характеристики. Это, я так понимаю, градус наклона. Здесь такой шильдик с брендом Nikon. Здесь поворачивается заглушечка. Для крепления на штативе. При установке на штативе, вот я на известный уже штатив Midas установил, есть одна особенность. Да, он подходит под стандартный винт, по-моему, там диаметр четверть. Но вот это вот расстояние между окулярами, в принципе, наверное, самое большое. И стандартная вот эта позиция для крепления на обычном штативе, она сюда не влазит. Ну, судите сами, там 3,5 сантиметра. 35 миллиметров, да. Задние линзы, если выкрутить против часовой стрелки, можно как бы так вот от глаз, ну, от бровей отодвинуть сами линзы, чтобы их не пачкать. Как бы внутри, углубить туда их внутрь. Отмечу также, что резиновые насадки на объективы можно снять. Сидят они довольно плотно, но снять можно. А здесь конструкция не позволяет их снять, но хотя они вот так вот заламываются. Здесь имеется уплотнительное кольцо, которое ходит в своей позиции. По кругу так вращается. Вот эти передние линзы, они посажены как бы на глубине где-то сантиметр. Линзы очень похоже, что они стеклянные. Но что мне не устраивает, имеющаяся, ну, небольшая царапинка вот на этой линзе. И также то, что имеются пылинки, которые залетают внутрь бинокля.
Кстати, посмотрел, я уже попользовался, да. Бинокль рекомендую. Не знаю, мне кажется, я метров за 50 даже читаю номера машин. Регулируется резкость вот этим вот, ну, скажем так, винтом. Он такой обрезиненный. Плюс, что можно регулировать еще под диоптрии, имеется на одном из одной линз такая вот регулировка. Плюс-минус. Это повышает еще резкость. Качество изготовления корпуса также достойное. Никаких каких-то щелей, несовпадений, потрескиваний, ничего нет. Он работает очень мягенько. Вот вам поближе покажу. Эта крышечка у нас со значком штатива на резьбе. Вкручивается сюда. Она из пластика. Расстояние между глазами регулируется таким образом, в небольших пределах. Заявленная функция ночного видения в бинокле отсутствует. Да, бинокль массивный, он тяжелый. Килограмм 300 грамм, это сопоставимо с весом, ну, хорошей зеркальной камеры. Трудно сказать, еще он выполнен. Сверху как бы такая резина. Но для пластика он слишком тяжелый. Возможно, какие-то элементы все-таки есть металлические. Для крепления ремешка в углублениях в корпусе имеются вот такие петли. Куда мы просовываем ремешок, имеется специальный наклон здесь, вот скос, позволяющий легко отсюда ремешок достать. Кроме того, сразу я отмечу, что вот эти вот чехлы на линзы, есть вот такой вот тоже позиция, вот такая петелька, куда можно протянуть ремень, ну и чтобы не потерялся чехол, он постоянно будет держаться на ремне. Далее мы протягиваем сюда. Вот видите, он легко так проходит. Не надо ничего подцеплять ничем. И вставляется в эту пряжку. Вот таким вот образом крепится. Ремешок достаточно тонкий, и при длительном ношении он будет натирать шею. Если бинокль внести с мороза в теплое помещение, то при его использовании потеют линзы только с внешней стороны и только вот эти, которые прикладываются к глазам. Также опытным путем установил, что отличной резкости можно добиться при удалении объекта на расстоянии от 4 метров. Знаете, когда используется некачественная оптика, есть такое ощущение головокружения. С данным биноклем я никакого дискомфорта для глаз не испытывал. Изображение очень четкое, яркое. И мне даже показалось, что оно имеет какой-то даже стереоэффект. То есть объекты, которые находятся ближе, они как-то отделяются от общего фона, от тех объектов, которые находятся за ними. Отмечу также, что в центре формирующейся окружности вокруг объекта можно добиться совершенной четкости изображения, а вот ближе к ее краям заметна размытость картинки. Ну, а в остальном бинокль классный. Рекомендую. В Беларуси даже реплики стоят дороже.
а цена за оригинал исчисляется там несколько сотен долларов USA. Рекомендую действительно к покупке данный бинокль. Бывают какие-то бытовые ситуации, когда он необходим, поэтому считаю, что такая вещица должна быть в любом доме. Всем удачи, и в конце ролика несколько тестовых кадров через данную оптику. Я снимаю видеоролик на расстоянии 2 шага. Теперь дистанция от объекта 80 шагов. Вот так она видно на камеру. Вот так она видно через бинокль.